Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 3 сентября и на моем канале очередное новое видео из аэропорта Кольцово. Я вылетаю авиакомпанией Ижавия в 22:05 в Ижевск. Прилет тоже в 22:05, но по местному времени это минус 1 час от времени Екатеринбурга на Боинге 738. Но мы-то, друзья, помним, что на этом направлении реальное время полета минут 45-50. Я уже летал на этом направлении ровно 5 лет назад, это было в сентябре 2018 года. С тех пор я летал только из Ижевска в Екатеринбург, другой авиакомпании, и Ижавия тоже. На первом рейсе, помните, это было. И сегодня я снова лечу Ижавия, только уже из Екатеринбурга в Ижевск. Сейчас уже прошло 5 лет с первого видео на моем канале, поэтому у меня 5-летний юбилей, и во время этого 5-летнего цикла у меня были разные видео. В основном это, конечно, обзоры перелетов, но были еще и другие тематики, такие как авиамузеи, интервью с бортпроводниками и прочее. И буквально недавно я снял первый короткометражный фильм, который как раз вчера вышел на моем канале 2 сентября. Некоторые из вас его уже видели, оценили. Я думаю, что я буду продолжать это направление. Там могут быть совершенно разные жанры, разные темы, поэтому я приглашаю к сотрудничеству действующих бортпроводников, членов экипажей, сотрудников авиации, как действующих, так и бывших, ну и других желающих. Я думаю, мы что-нибудь придумаем. Сегодня пока что еще светло, где-то остается чуть больше 2 часов до вылета, и пока еще светло, давайте поснимаем аэропортовую площадь, которая еще 1,5 года назад должна была начать изменяться, но из-за определенных известных ситуаций этого пока не произошло, но в терминале Б уже идут какие-то изменения, они, наверное, уже должны заканчиваться. Посмотрим терминал аэропорта Кольцово с литеры Б, а сейчас пока сделаем обзор аэропортовой площади. Аэропортовый отель теперь называется Азимут. Перед терминалами находится традиционная автостоянка. Там вы видите, терминал Б немного закрыт строительными лесами, скажем так. И там находится Хотел. Видимо, это филиал сети Азимут. С недавнего времени заработал вход в терминал Б, поэтому рекомендую заходить здесь, особенно утром. Здесь людей и очереди должно быть поменьше. Так сейчас выглядит обновленный терминал Б. Так называемый балкон остеклен. Там будет, я так понимаю, чистая зона. И этот балкон идет до середины всего терминала, до терминала А. Из терминала Б, который уже немножечко зеленым светом отдает, идем в терминал А. До вылета нашего рейса остается 2 часа. Этот рейс совмещен с рейсом в Санкт-Петербург. 8 вечера, воскресенье, на мой взгляд, не очень много людей. Рейсы Ижавия совмещены с разными другими городами через Ижевск. Если хотите, можете посмотреть варианты. Это и Сочи, и Санкт-Петербург, как сегодняшний рейс, и Москва. Поэтому, если вам будет удобно лететь через Ижевск, то можете выбрать такой вариант. Наши стойки регистрации находятся там подальше. Основная активность сейчас идет в районе 40-х, 50-х стоек регистрации. Это рейсы в Тюмень, Сургут, Москва, Санкт-Петербург. В той части зоны регистрации пока никого нет. Здесь есть места для перекусить, шоколадница, крошка-картошка. И там банкоматы Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Убрира.
Немного розеток можно найти здесь. А вообще розеточная тема в аэропорту Кольцово достаточно острая. Розеток очень мало. На втором этаже, где был ремонт, появился вход в терминал Б, поэтому, наверное, можно в него зайти по этой лестнице через терминал А. Макет аэропорта находится на втором этаже терминала А. Здесь же находится представительство авиакомпаний. И здесь появился, кому нужно, центр подбора персонала аэропорта Кольцово. Сейчас людей немного на прилете. Вот так выглядит зал ожидания где-то уже ближе к 9 вечера. Сейчас уже стемнело. Отель Азимут. И здесь отель тоже можно перекусить и посмотреть на карту мира. Зона ожидания с рядом розеток есть на втором этаже. Здесь есть же табло, и комната матери и ребенка находится здесь. В одном из обзоров я уже делал осмотр этой комнаты. Attention please, passengers for S7 Airlines Flight 5020 to Novosibirsk are requested to proceed to gate number 30 immediately. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка в самолет авиакомпании Якутия 468. У 9-го выхода посадка в Якутск. На наш рейс назначен 18-й выход. Он находится в самом далеке. Это значит, что посадка будет через телетрап. Как вы видите, сейчас пассажиров совсем немного в чистой зоне. Пассажиры рейса авиакомпании Якутия 468, летающих в Якутск, просят срочно пройти на посадку в выход. Уважаемые пассажиры, вылетающие из авиакомпании Аэрофлот российские авиалинии 130-17 в Москву, аэропорт Шереметьево, посадка на рейс закончена. Attention please, calling for Aeroflot Flight 70 to Moscow, Шереметьево Airport has finished.
Добрый вечер. Здравствуйте. У вас место 25, с левой Спасибо. стороны иллюминатор ваш. Добро пожаловать. 25, с левой стороны иллюминатор. Здесь с правой стороны проход. С правой стороны проход. Вот проводник Наталья. Расскажет, какая погода сейчас в Ижевске. Когда мы вылетали, было солнечно, тепло, ветра не было, спасибо большое. Вот и говорю. Долетели быстро, я думаю, что минут за 50. Да, я вот говорю, только зашла в аэропорт. Поэтому, друзья, очень быстрый полет будет. Меньше часа, минут 50, может даже 45. Уважаемые пассажиры, на борту нашего воздушного судна вы можете выбрать места повышенной комфортности, пересесть в салон бизнес-класса, заказать удобный трансфер до аэропорта Ижевска. За предоставлением данных услуг обращайтесь к бортпроводникам. Благодарим за внимание. Приветствую вас на борту самолета Boeing 737-800, выполняющего рейс 202 по маршруту Екатеринбург-Ижевск. Время в пути составит 45 минут. Старший бортпроводник Жанна. Good evening, dear passengers. On behalf of Java Airlines, the captain, Yusuf, and his crew, welcome aboard Boeing 737-800 flight number 202 Екатеринбург to Ижевск. The flight time will be 45 minutes. The senior cabin attendant Жанна. Уважаемые пассажиры, выражаем особую благодарность участникам программы лояльности ТАО. Приглашаем вас присоединиться к программе ТАО, участие в которой позволит накапливать бонусы и оплачивать ими авиабилеты на регулярные рейсы авиакомпании Java. Получить подробную информацию и стать участником программы можно на официальном сайте АО Java java.su. Пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Please pay attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Аварийные выходы расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета и снабжены надувными трапами. Светящиеся дорожки вдоль прохода указывают направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Our aircraft has 8 emergency exits. Each exit is marked with an illuminated exit sign. Emergency exits are located in the front, middle, and rear parts of the plane and are equipped with inflatable escape slides. The escape path lighting along the aisle directly to the exit. Please take a moment to locate the exit nearest to you. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. In the event of cabin decompression, oxygen mask will automatically drop down from the overhead panels. Pull the mask towards you. Place the mask over your nose and mouth security is demonstrated and press normally. If you are traveling with a child, put your mask on first and then attend them to a chair.
Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегнуть ремни». Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. The seatbelt must be fastened whenever the fastened seatbelt sign is on. To fasten the seatbelt, insert the metal tip into the buckle, tighten the strap. To release the seatbelt, lift the buckle cover. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. You can get more detailed information about the safety equipment from the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Там же вы можете ознакомиться с бортовым журналом авиакомпании. You can also find the flight magazine of the airlines. Желаю вам приятного полета. Благодарю за внимание. We wish you a pleasant stay on board. Thank you. Dear passengers, to prepare for takeoff, please fasten your seatbelt, return the seat back to the upright position, stow your tray table, open window block, your mobile phones. Спасибо. Приветствую вас на борту самолета Boeing 737 серии 800 авиакомпании «Ижавия», выполняющего рейс 202 в Ижевск. Время пути расчетное 45 минут, плюс 12 градусов, ижевский погода хорошая. Сейчас мы выруливаем на предварительный старт полосы 26 левая, взлететь рассчитываем по расписанию минут через 7. Спасибо за внимание и приятного полета. Уважаемые пассажиры, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим и выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Dear passengers, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are not applied to the switch off. The seatbelt is fastened to the upright position. You may take those off. Thank you. В полете мы предложим вам напитки. Вы можете заказать чай, кофе.
Товары из магазина на борту. Все дополнительные услуги можно оплатить с помощью банковской карты или за наличный расчет. Благодарим за внимание. Dear passengers, for your safety, we recommend that your seatbelt is fastened while seated. Lavatories are located for business class passengers in the front of the cabin, for economy class passengers in the rear part of the cabin. If you need ваши ремни безопасности туго застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Dear passengers, will you please check that the seatbelt is securely fastened to seat back the right, your tray table is stowed. Thank you. Самолет прибыл в Ижевск, столицу Удмуртской республики, которому указом президента России присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны Ижевск стал оборонным щитом страны. Долгие годы здесь жил и работал легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников. И сегодня город сохраняет статус оружейной столицы России. Уважаемые гости и жители Удмуртии, добро пожаловать в Ижевск, город трудовой доблести. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности. До выключения табло застегнуть ремни. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи, проверьте карманы кресла перед вами. От имени экипажа благодарим за то, что вы воспользовались услугами авиакомпании Иш-Авиа. Будем рады новой встрече с вами. Благодарим за внимание. До свидания.
Dear passengers, our aircraft has just landed at Ijevsk Airport. To ensure safety, please remain in your seat with the seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is off. Please ensure you take all your belongings with you when leaving the aircraft. Choose a seat pocket. On behalf of the entire Как теперь положение дизайн, кросс-чек? Да, господа, говорит командир, мы прибыли в Ижевск по расписанию плюс 14. Спасибо вам за выбор авиакомпании Java для своего полета. С вами прощаемся, всем хорошего, до свидания. До свидания, спасибо за рейс, хорошего вечера. Строительство нового терминала должны открыть в первом квартале следующего года. Друзья, прилетели в аэропорт Ижевска. К сожалению, здесь не все можно снимать до лучших времен, поэтому аэропорт Ижевска без оценки. А Ижавия и Кольцово 5 ставлю за съемки. Сейчас я вечером в 11 часу поеду в Ижевск на такси, потому что общественный транспорт здесь так поздно не ходит. Авиакомпания Ижавия по-прежнему летает 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям, поэтому обратно в Екатеринбург уже через пару дней я поеду на поезде. Всем хорошей погоды, всем отличного начала рабочей недели, потому что завтра уже будет 4 сентября, понедельник. Здесь теплее, чем в Екатеринбурге, и на неделе должно быть еще теплее. Всем хорошей погоды, всем пока!